Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Старина Фриги Викинг, всем хорошего настроения. В этом видео по вашим просьбам мы поговорим об арене. Арена — это новый ивент, это закрытая игровая комната, в которой вы можете без всяких рисков сражаться с другими игроками с различных королевств. Соответственно, существуют разные лиги в зависимости от ваших очков, которые вы набираете за счет побед. И многим это интересно, потому что это немножечко сейчас мотивирует игроков посмотреть на командиров, посмотреть на связки, посмотреть на экипировку. Потому что, повторюсь, здесь ты без рисков можешь посмотреть на некие взаимодействия в боевой механике. Сразу хочу сказать, что игровая механика арены будет сильно отличаться от боевых действий в открытом поле, потому что именно в открытом поле ты можешь пробовать делать какие-то тактические ходы, можешь контратаковать, можешь отступать, можешь группироваться со своими союзниками, менять таргеты. На арене ты этого делать не можешь. Это некая шахматная доска, на которой ты делаешь расстановку, на которой ты выставляешь своих командиров, свои скиллы на командиров, экипируешь их и, соответственно, загружаешь в эти отряды войска. Войска у всех одинаковые, то есть разницы в войсках нет. Единственное, у тебя есть отличие в зависимости от лиги, в которой ты находишься, сколько у тебя будет отрядов. Соответственно, количество общее войск на шахматной доске этой будет отличаться. Так вот, в этом видео я хотел бы поговорить с вами об арене и рассказать вам о топ-3 вещах, на которые стоит обратить внимание, когда вы участвуете в данном событии. Для того, чтобы максимально профитно в нем выступать, чтобы максимально выжить из своих отрядов весь профит, который позволит вам побеждать вашего соперника. Первое, о чем я с вами хотел бы поговорить, это связки командиров. Дело в том, что в первую очередь максимальный профит вы получите от того, как вы расставите свои связки. То есть, в принципе, здесь, с одной стороны, очень близкая ситуация к боевым действиям в поле, то есть вы формируете свои максимально профитные отряды из максимально прокачанных командиров. Но дело в том, что здесь вы будете добавлять отряды с переходом в следующую лигу. То есть, если вы, например, игрок, который прокачал себе один фуловый отряд и участвуете в боевых действиях на карте, скорее всего, вы будете выводить только этот отряд. Если у вас есть хорошая связка, прокачанная, для нее готовые скиллы, вы будете ее использовать в боевых действиях. По крайней мере, это будет правильно. И выводить в открытое поле какие-то мусорные, непрокачанные отряды я вам крайне не рекомендую. Здесь же ситуация иная. В любом случае, с повышением лиги вам будет доступен дополнительный слот, в который вы будете ставить свой отряд. Так как здесь вы ничего не теряете при победе или поражении, вам необходимо будет поставить в него хоть какую-то связку. И по связкам рекомендация в принципе достаточно простая. Вы должны сформировать максимальное количество профитных отрядов. Желательно, чтобы это были дэмэдж-дилеры, то есть отряды, которые наносят максимальное количество урона. Соответственно, данные отряды вы будете ставить в определенную позицию, об этом мы поговорим попозже. Братишка, сегодня я хотел бы порекомендовать тебе карту от Тинькофф All Games, которая выполнена в крутом дизайне, и на нее ты можешь нанести свой игровой ник, как сделал это я. Теперь, когда я расплачиваюсь данной картой, многие ломают голову, что же означает надпись «Фриги 19 сантиметров». Также по данной карте в приложении банка действуют различные кэшбэки, которые приятно тебя порадуют. Но самое крутое для геймера то, что Тинькофф All Games предлагает повышенные кэшбэки на игры, технику и доставку еды. А если ты оформишь дебетовую карту Тинькофф All Games прямо сейчас по ссылке в описании, то на нее ты получишь еще 500 бонусов. Но лично я, помимо этой карты, еще пользуюсь кредитной картой Тинькофф All Games. Данная карта позволяет мне совершить необходимую покупку прямо сейчас, а оплатить ее позже. А если ты оформишь кредитную карту Тинькофф All Games прямо сейчас и в течение месяца совершишь покупки с суммой от 10 тысяч рублей, то тебе прилетит приятный бонус в виде 2000 рублей на счет. Ссылка для оформления кредитной карты Тинькофф All Games также находится в описании. И, кстати, после онлайн оформления карты Тинькофф All Games за ней бежать никуда не надо. Сотрудник банка назначит тебе встречу в удобное для тебя время и привезет тебе эту карту. Используй выгоду Тинькофф All Games на максимум, а я погнал за покупками. Все отряды, которые у вас открываются дополнительно и на них у вас уже не хватает командиров,
Естественно, в них вы тоже должны поставить максимально прокачанных командиров. Да, может быть, вы их не используете, но тем не менее вам нужно будет что-то поставить. Вот в моей ситуации, если вы обратите внимание, у меня стоит сейчас две связки хорошо прокачанных. Это фуловые командиры Лэрд и Ивет. Также стоит дэмэдж связка Артур с Верданди. Артур прокачан не фул по звездам, по талантам, Верданди фул, но все же эта связка достаточно слабая на сегодняшний день, потому что у нее не прокачаны скиллы, то есть где-то по четверкам первый, второй скилл и у Верданди, и у Артура. Соответственно, вроде бы связка, ну, не сильно прокачанная. В поле бы, например, я в боевые действия ее сейчас не повел, наверное. Лучше бы повоевал одним отрядом, если затяжные боевые действия. Но, тем не менее, здесь она будет наносить неплохой урон, и для нее нужно определить лучшую позицию, да, потому что, в принципе, дэмэджа с нее будет немало. Дальше у меня стоит отряд достаточно мусорный. Это Рагнар с Иванной. Рагнар здесь у меня прокачан там буквально в 2 звезды, по-моему. Иван тоже то ли в 1, то ли в 2 звезды. То есть, в принципе, отряд мусорный. Но, тем не менее, я его использую, потому что 150 тысяч юнитов плюс. И все эффекты, которые я могу выдавить со скиллов, с талантов, они, в принципе, будут работать. Дальше, главное, грамотно подумать, на какой позиции работать этому отряду. Если у меня откроется следующий отряд, когда я перейду в следующую лигу, также из какого-то мусора, но максимально прокачанного, я буду выставлять эти отряды. Также хотел бы обратить внимание, что мусорные отряды, которые у вас, в принципе, вообще плохо прокачаны, неплохо было бы перед каждым боем, возможно, формировать заново. Как это работает, для чего это нужно? Сейчас, вот, например, на примере данной схемы, у соперника первый отряд, который при такой расстановке я буду брать в таргет, то есть максимально фокусить его, это отряд Иветы с Лэрдом. Соответственно, это отряд пик. Пики у нас не любят больше всего лучников. То есть, в принципе, если вот этот отряд я смогу себе поставить лучный, да, то было бы неплохо, потому что будет максимальное количество именно воздействия на первый отряд, который я буду брать в таргет. То есть здесь у меня луки, здесь у меня пики, но отказаться я от них не могу, потому что это у меня сильный отряд, это отряд, который в принципе и плотный, и саппорт в виде хила и вет, и отряд, который наносит неплохое количество дэмэджа. Поэтому отказаться я от него не могу. Вот этот отряд, в принципе, я могу как-то менять. То есть Рагнар и Иванна, они не привязаны к какому-то виду войск. Поэтому, в принципе, сейчас вот у меня здесь стоят на смеси войска, но я могу, например, выставить большее количество стрелков, меньшее количество копейщиков или просто полностью забить этот отряд стрелками. Но данная схема должна применяться к каждому бою индивидуально, то есть надо анализировать, какими войсками могут быть заполнены пачки у соперника, и здесь уже можно выбирать более выгодный класс, более выгодных юнитов для того, чтобы контрить все это дело. Еще один момент, на который нужно обратить внимание касаемо связок, это на скиллы командиров. То есть понятно, что если у вас есть основные отряды, вот как у меня Лэрд с Ивет, Артур с Верданди, да, то есть отказаться я от них не могу. Их скиллы, привязанные к командирам, будут использоваться такие, какие есть. А вот отряды, которые вы ставите уже дополнительные, то есть они ваши не основные отряды, но вы их ставите только ради ивента, здесь нужно тоже гибко подходить и настраивать по возможности максимально профитно. Что это значит? То есть вот если мы взглянем на связку Рагнара с Иваной, да, у Иваны, к примеру, есть первый скилл, который может кинуть молчанку. То есть Ивана в теории командир, который здесь не может давать большого профита, да, потому что он не прокачан, у него не прокачаны таланты, не прокачаны скиллы, но тем не менее с первого скилла она будет кидать молчанку, и это уже хорошо. То есть вы в принципе даете себе возможность игнорировать часть активных скиллов у соперника. Далее можно обратить внимание на такие скиллы, как у Грегори. То есть, если мы берем Грегори, у меня он тоже не прокачан, скилл у него по опыту, по уровню не прокачан, но, тем не менее, данный командир при активации первого своего скилла активного увеличивает урон от автоатак для союзных войск на определенное количество процентов и на определенное время. То есть, в принципе, использование такого командира в одной из своих слабых связок тоже приемлемо и даже будет, наверное, выгодно. Этот командир, помимо того, что просто будет как бы затыкать вашу брешь в обороне или атаке,
данный командир будет еще давать определенный буст вашим отрядам, остальным отрядам и, соответственно, отрядам, которые у вас дают максимальный профит в данном ивенте. Второй, но не менее важный пункт, на который нужно обратить свое внимание всем игрокам, неважно, играете вы free-to-play, либо прикладываете свою пластиковую карту, это расстановка войск. Именно на арене расстановка войск может быть основным фактором, который повлияет на вашу победу или поражение. Если у вас будут более сильные отряды, если у вас будет более хороший подбор скиллов и шмота на командиров, но при этом вы неправильно расставите свои войска, вы можете проиграть более слабому сопернику. В чем заключается основная тактика расстановки? Первое, это то, что вы должны засейвить своих дэмэдж-дилеров, то есть отряды, которые наносят максимальное количество урона именно на вашем аккаунте, не должны первыми попадать под таргет. То есть, если я сейчас, к примеру, расставлю как-то вот так свои отряды, то мой отряд, который наносит большое количество урона, это ДД, Damage Dealer, попадет сразу под большой таргет от соперника. То есть механика такая: если вы выставляете ближний отряд, остальные у вас в стороне, то именно он попадет под максимальный таргет. Соответственно, если я сейчас вот так нападу на соперника, вероятно, что он быстро в несколько отрядов в таргет убьет вот этот отряд, и, соответственно, потом уже переключится на остальные отряды. В чем основная задумка? То есть вот сейчас, например, я буду нападать, даже вам покажу. То есть в этом отряде я стараюсь сочетать скиллы, которые либо будут работать бафами, дебафами, либо же уплотнят этот отряд, либо дадут какой-то там контрурон по сопернику, когда соперник берет его в таргет. Далее что происходит? Отряд Ивет и Лерт. Это сочетание такое балансное. У меня максимально заряженные скиллы здесь на урон. Хотя Лерт дает щит, это в принципе влияет на плотность и живучесть отряда. И, соответственно, сама Ивет выхиливает не только свой отряд, но и, соответственно, союзные отряды. Поэтому данный отряд стоит в сторонке, он следующим будет принимать урон. Касаемо ДД, то есть Вердандия, Артур уходит вообще в сторону, чтобы к ним враг прямо в начале не подступил и в таргет его не бил. То есть начинаем атаку. Сейчас посмотрим, как это будет происходить. Смотрите, что сейчас идет. То есть все три отряда у меня упираются в отряд Ивет и Лерда. С одной стороны, это в тактике соперника может быть и неплохо, потому что это отряд, который в принципе плотный, но при этом этот отряд также является и общим саппортом, и также является дэмэдж-дилером, потому что у Лерда в принципе урона хватает. Поэтому, если я выщелкиваю данный отряд, то в первую очередь, даже если я быстрее отдам своего Рагнара, то есть свой мусорный отряд, то, тем не менее, мои остальные отряды смогут отработать в будущем лучше. То есть у него остается ДД Верданди с Артуром и остается, ну, достаточно мусорный отряд фиолетовых командиров, который, в принципе, не станет для меня проблемой. То есть, смотрите, размен произошел, я отдал как танка Рагнара с Иветой, при этом выщелкнул достаточно сильный отряд, потому что у многих игроков, даже если кто-то немного придоначивает, прокачана Ивет и качают под нее Лерда. То есть сильный отряд у него тоже отлетел. Сейчас что происходит? У меня остается Лерд с Иветой и остается, в принципе, с хорошим количеством войск в отряде Артур с Верданди. И я спокойненько дальше уже разбираю соперника. Ну, естественно, здесь победа. Сказать, что там соперник прям был очень сильный, я не могу, но тем не менее тактика расстановки здесь, я думаю, предельно ясна. Давайте посмотрим на развитие, прикинем, что было у соперника. То есть, в принципе, высоко прокачанные Лерд и Ивет, как я и сказал, я старался забрать их сразу в таргет, при этом разменялся своим мусорным отрядом Рагнара с Иванной, у которых, в принципе, ничего не прокачано. Далее, у него не очень-то прокачан Артур, именно скиллы Артура, но высоко прокачана Верданди по скиллам. Если сравнить с прокачкой моего Артура и Верданди, здесь видно, что у меня скиллы еще хуже прокачаны. Если взглянуть на шмот, то есть, в принципе, он достаточно равный, даже бы я сказал, что у соперника шмот прокачан лучше. То есть, что мы получаем? Просто из правильной расстановки войск я смог достаточно легко разобраться с соперником. То есть, основная задача вашей в расстановке поставить танковый отряд, который принимает первый урон, так, чтобы, естественно, на него ушел весь таргет.
Какие здесь рекомендации? Естественно, вы ставите, скорее всего, на сегодняшний день командиров, которые не ДД у вас, то есть которые не максимально прокачаны, не дают максимальный урон, а их стараетесь где-то спрятать. Также, если есть возможность, поставить максимально плотный отряд. То есть, если бы у меня был еще отряд какой-нибудь ДДшный, я бы, соответственно, там сделал вот так, вероятно, потому что Ивет, Лэрд все-таки плотные, они также будут впитывать большое количество урона за счет щита Лэрда, хилиться. Вот, но так как этот отряд у меня на сегодняшний день один из основных, я его ставить на основной таргет соперника не могу. Если есть возможность, то есть сочетать в связке, которая принимает основной урон у вас, максимальное количество плотности и живучести. То есть пока она впитывает урон, вы разбираете технично своими дэмэдж-дилерами по одному отряду соперника. При данной расстановке достаточно сложно что-то придумать, потому что соперник, видно, думает о расстановке. То есть он, скорее всего, хочет, чтобы я в таргет забрал Грегори с Йенсом, пошел куда-то туда. Я же попробую сделать зеркально, то есть отдам ему Рагнара с Иванной, сюда поставлю вот таким образом Артура Верданди и, соответственно, Лерда с Ивет. И попробуем атаковать соперника. То есть, в принципе, здесь достаточно зеркальная расстановка. Мне не было смысла сейчас пытаться забрать Грегори. Моя задача своими отрядами постараться забрать именно его дилеров. И уже, чтобы там Рагнар с Иветой хоть сколько-то прожили, и потом уже переключиться на Грегори. Если вы обратили внимание, сейчас я вроде бы пока вытаскиваю, то есть у меня есть надежда на отряд Верданди с Артуром, потому что они должны лучше отработать, чем у него Верданди с Рагнаром, потому что все-таки профильные командиры. Лэрд с Ивет у меня уже улетают. При этом я забрал у него полностью тоже Ивет с Лэрдом. Сейчас перехожу на Верданди. Пока также Лэрд хоть чуть-чуть впитывает в себя урон, Артур Верданди выносит Рагнара с Верданди. Вот, сейчас отлетел Лэрд. И здесь уже как бы ситуация немножечко меняется. Рагнар все-таки у меня еще дышит. То есть данный матч это наглядное пособие. То, что дэмэдж-дилер, которого я засейвил, отработал на двух отрядах внизу, остался живой и смог прийти уже доработать с последним отрядом, который остался. И посмотрим сейчас, что у него было по шмоту, посмотрим, как у него были прокачаны в целом командиры. То есть в чем основная разница? У меня концентрация в 2 отряда в прокачке лучше, у него она просто размыта на 3 отряда. То есть что я сделал? Я Рагнара с Иванной поставил против Грегори с Йенсом, он пока там выжил просто, да, мои более прокачанные отряды по сравнению с его отрядами, разобрали их и пришли добить Грегори. То есть, ребят, заключение какое? Вырабатывайте у себя логику расстановки, используйте разные схемы на опыте, на ошибках, вы сможете выработать определенные схемы у себя в голове, которые будут лучше работать в той или иной ситуации. И заходя в любой бой на арене, вы сможете уже подвигать свои войска и выработать какую-то правильную стратегию. Сделать какой-то гайд, сказать то, что вот такая расстановка или такая расстановка лучше всего нет. Разные командиры у соперника, разный шмот, разные скиллы и разная расстановка. Поэтому вырабатывайте опыт. И последний пункт, о котором мы сегодня поговорим, это скиллы. Если говорить о шмотках, которые вы одеваете те шмотки, которые у вас есть. На сегодняшний день вы позволили себе что-то сковать, и это уже используйте. Лучше вы ничего не поставите. Касаемо скиллов, вы можете использовать какие-то скиллы, которые у вас еще не прокачаны, дополнительные, да, но которые позволят вам выполнить ту или иную задачу на отряде. На моем примере, у меня Ивана и Рагнар мусорный отряд, который не прокачан, с слабой прокачкой, и, соответственно, я на него повесил скилл, который позволяет ему дольше прожить. То есть, данный отряд я отдаю, как и сказал ранее, в первую очередь под таргет, под максимальный урон. Соответственно, у меня есть слот 3 под скилл, сюда я поставил Божественное Благословение, которое позволит понизить входящий урон в отряд. Поэтому всегда обращайте внимание на те скиллы, которые вы ставите. Далее, переходим на Рагнара, заходим на его 3 скилл. Здесь стоит Яростный Кровосос. Данный отряд позволяет мне украсть часть ярости у соперника. Может быть, не лучший скилл, но тем не менее, что я делаю? В основном, когда я выставляю данный отряд на потанковать,
данный отряд упирается в какого-то дэмэдж-дилера, либо в сбалансированный отряд соперника. При этом он забирает у него часть ярости, позволяет нанести меньше урона моим отрядам, и при этом мой отряд с Рагнаром и Иваной начинает чаще активировать свои первые скиллы. У Рагнара есть какой-то определенный буст в первом скилле, у Иваны, к примеру, есть та же самая молчанка, которая работает очень благоприятно во время боя на арене. То есть данным скиллом, кровососом, я позволяю себе чаще вот этим мусорным отрядам отработать так, чтобы меньше получить урона для всех своих отрядов. Далее, по остальным отрядам. Например, берем Лерда. На Лерда для арены поставил поддержку щита, то есть это щит, который позволяет дольше жить отряду, так как я и говорил, что этот отряд сбалансированный, он дает и хил общий, и при этом наносит неплохой урон. К неплохому урону я добавил проклятие Геры. Это хороший фактор урона. Далее переходим на Иветту. Здесь у нас последствия, которые позволяют тоже нанести фактор урона. И, соответственно, месть, которая от контратаки вываливает на соперника большое количество урона. И это еще работает у нас на все цели. Здесь достаточно все ясно, то есть в отряды, которые хорошо прокачаны, которые вы не ставите в первый таргет, старайтесь накинуть максимальное количество урона. И если посмотреть Артура Сверданди, здесь уже добил тем, что есть, потому что, в принципе, у меня еще нет скиллов высоких по прокачке для данного парта, но, тем не менее, огненная ярость, огненная детонация, все, что идеально работает на этой связке, под горением наносит большое количество урона. Здесь уже также добавил убежище Одина на Артура, который позволяет нанести фактор урона, и быстрая атака, которая тоже с шансом наносит урон. То есть смотрите всегда на скиллы, не смотрите на рекомендации. На арене под свои парты выставляйте в зависимости от задачи необходимые скиллы. И старайтесь либо какие-то отряды уплотнить, которые танкуют, либо другие отряды, которые у вас стоят в стороне при правильной расстановке, им накинуть максимальное количество урона со скиллов, с дополнительных. В первую очередь я хотел тебе донести то, что ты сам должен тестировать, сам должен использовать различные схемы скиллов и построения войск. Потому что это позволит тебе на опыте выработать понимание того, как ты будешь расставлять свои войска и скиллы в той или иной ситуации. Не забудь поставить лайкос, подписаться на канал, прожать колокольчик. Скоро увидимся!